но, собственно, мы-то почему вот должны сами себе голову пеплом посыпать за провал сирийской армии, причем в зоне ответственности Ирана. Алеппо, так чтобы было понятно, и все вот эти вот примыкающие к Идлибу территории, это зона ответственности Ирана. Да, у нас там было что-то около сотни, по-моему, военных полицейских, да, у нас были какие-то на северных территориях, не в Идлибе, патрули совместные с турками, но Алеппо – это зона ответственности Тегерана. Кем мы там должны были останавливать Бармалеев? Давайте морпехов 810 там, или 155 из Курской области срочно перебросим спасать Алеппо. Или десантников там из-под Часов Яра, или наших друзей из 24-й бригады там из-под Покровска. По-моему, совершенно очевидно, что сегодня у нас в Сирии... Не хотелось бы. Нравится, не нравится, но десантники российские заканчиваются. О чем он говорит? Что не нужен так был очень сильно Путину этот город Алеппо. Я когда смотрю, как они изворачиваются, ведь это было подано 5 лет назад как гигантское достижение Владимира Путина и вообще на российской военной машины, а теперь вот все, не нужно. Когда их выбьют с территории Украины, ну, в том числе, например, с помощью тех ракет, про которые мы уже тут вспомнили с российским товарищем, то они тоже скажут, не очень нам это все было и нужно, вообще-то нам и Путин не очень нужен, можно как-то занять место в очереди за ножками Буша, Трампа. Не хотелось бы, конечно. У нас в Сирии сегодня военные возможности весьма ограничены. Повторюсь, разведка предупреждала и Дамаск, и Тегеран. Наши видели, говорили. Все видели. Точно. Вот. А давайте там без лукавства. Сирия после 2020 года, после Астанинских соглашений постепенно так дрейфовала от Москвы в сторону Тегерана. Для нас в Сирии не было создано ничего в плане инвестиционной привлекательности, хотя там, в принципе, направление, где российский бизнес мог бы себя реализовать, есть. Сегодня Дамаск себя поставил в зависимости от Ирана куда большую, нежели от России. Сейчас мы обязательно дойдем до вот этого пункта, где будет указано, как дорого обошлась сирийская авантюра Владимира Путина. Но результат какой? Значит, мы слышим собственными ушами, что даже Асад водил за нос Владимира Путина. Ох, этот многомах, ох, стерх недобитый, но просто мега-геостратег. Не без боли в сердце на происходящее, потому что, конечно, мне обидно, потому что столько сил и средств было затрачено жизни, в том числе русских солдат, затрачено на то, чтобы добиться ощутимого результата в Сирии, и все это в считанные дни действующая сирийская власть теряет. Да? Мне кажется, что вот это чем-то напоминает, опять же, Армению. Закономерный такой итог последних 4 лет, за которые Дамаск не сделал ничего для собственного усиления. Что-то в последнее время они часто начали вспоминать о жизнях российских солдат. Вот, Коц, Поц или как его там, говорит, что это было все не бесплатно, Алеппо наш. Недавно племянница Владимира Путина, она же замминистра обороны, тоже говорит, что, вы знаете, у нас там, в общем, кажется, 48 тысяч российских солдат без вести пропало, и их разыскивают. И там анализы ДНК и всякое такое. То есть 48 тысяч разыскивают, а какое количество не разыскивают, а они числятся пропавшими без вести, а на самом-то деле они уже достигли финальной точки. Где финальная точка? Это ад. Россия зовет в ад. Так называется форум, где выступил ВВХ. Про инвестиции говорил. Говорит, что все у них растет, и все у них становится все лучше и лучше. А их противник, серьезный противник, готовился просто к реваншу все эти годы, тренировал армию, отправлял своих, военных в различные горячие точки, перенимать передовой опыт, закупал новейшее вооружение, внедрял беспилотники в войска. А мы сегодня прекрасно видим со стороны Бармалеев и FPV-дроны, и сбросы, и дроны самолетного типа, которые они начали развивать. Что мы видим со стороны Асада? Ничего подобного. Дамаск решил, что так сойдет, победили. Зато мы видим море генералов.
Там же как, что меня удивило, если ты старше сирийская 50 армия. лет, да, то ты автоматически становишься генералом, даже если на сержантской должности. Да, это у них еще в 2011 году я еще заметил, когда первый раз в жизни приехал в Сирию, и тогда еще удивлялся, почему к российским журналистам такое настороженное отношение, а вот CNN и BBC там просто на руках носили. Интересно, почему они так не плевали в сторону Асада, когда Владимир Путин начинал военную кампанию в Сирии? Все как-то ура, ура, мы поддержим, ВВХ молодец, ВВХ самый мудрый. А теперь выяснилось, что ВВХ там снова, ну не то что водили, а тягали за нос. Оказывается, что эти вот власти и в целом население, оно как-то не так смотрело на россиян. У меня было на канале видео, где товарищ жаловался, что россиян считают в Сирии. Ну, я думаю, они не сильно ошибаются. А вы как думаете? Вот сама система сирийская, она совершенно замшелая, и вот у них только надежда на своих, значит, партнеров-союзников. Только у партнеров-союзников, что у русских, что у иранцев, ну, своих проблем сейчас хватает, а самостоятельно противостоять новой угрозе, к сожалению, нынешняя Сирия не в состоянии. А Бармалей в тапках, пожалуйста, они учились, готовились, помогали. Ну, давай говорить прямо, нет безусловно. никаких Бармалеев. Это Да, Турция. Конечно, нет. Это Турция, То есть это абсолютно Турция. То есть и там никакого сомнения. Турция делает то, что считает своей принципиально важной задачей — вернуть себе Алеппо. И она это сделала. Ну, в смысле, да. Российских флагов там нет, и портретов Владимира Путина тоже там нет. Сначала эти люди думали, что можно этими портретами, соответственно, с Асадом подтираться, но потом выяснили, что нет. Лучше это все просто сжечь. Мне больше всего нравится вот этот вот посыл. У нас свои проблемы. А где у вас свои проблемы? В Сирии проблемы, и в Украине проблемы. И Блицкриг захлебнулся. Точнее, он теперь отрицательный. Он теперь проходит в Курской области. Потому что как описывают сейчас российские военкоры происходящее в Курской области? Алехин, местный курский волонтер, пишет, что Курск подвергся массированной атаке ракет иностранного производства, как он пишет. Было очень громко, летело много, дом трясло немного даже за 10-20 километров от взрывов. То есть хотелось бы сказать, что ПВО отработало идеально, пишет Алехин. То есть сбили все, но не буду. Это вот его цитата. ПВО действительно пока справляется с этим. Опять-таки обсуждение джасмов с дальностью 960 километров, которые с вероятностью 99,9% передадут для F-16. И именно это будет главной целью F-16. Нанесение ударов джасмами, которых делается гораздо больше. Там, по-моему, то ли по 1000 штук в год. То есть это достаточно такой, это вам не редкий Storm Shadow. Вот, и это, конечно, просто выбивание постепенное, спокойное, уверенное, методичное. Вот как в 28 панфиловцев спокойно жгем танки, вот они могут спокойно жечь наши военные объекты. Просто берут и подсказывают Дональду Трампу, как остановить войну. Оказывается, есть на Западе системы поражения, которые нередкие. Нет дефицита оружия. Есть дефицит четких политических решений. И вот сейчас все обсуждают, будет ли перемирие, заморозка войны. Все, конечно же, смотрят в сторону Дональда Трампа. Сейчас там украинская делегация во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента. Они встречались, кстати, и с Китом Келлотом, и, соответственно, с парнем, которого номинирует Дональд Трамп на должность помощника по национальной безопасности. И что-то мне подсказывает, что вот если станет вопрос, прекращайте войну, то можно это сделать исключительно с позиции силы. Кстати, мир через силу, так в своей социальной сети Дональд Трамп и написал, так и зафиксировал, что это возможно, но через силу. Это значит через что? Через ракеты, через удары этими ракетами по российской территории, в том числе, ну или угрозой этих ударов.